But this is kind of the end state, and there's two styles. Но это как бы уже больше как пример вам, да, и здесь два стиля. So this is the book of Galatians, and this is more visual. Это книга послания Галатам, и это более визуальная часть. This is also the book of Galatians, Это тоже послание Галатам, and this is a little more mathematical. но это уже больше в инженерно-математическом стиле. You know, this is a chart. Это то, что делал уже не художник, а инженер. But the point of what we're trying to do Но цель, которую мы пытаемся достичь, is to take a book of the Bible это взять книгу Библии and put it on one page. и собрать ее в одной странице. And we want to be able to, and I'm going to go back and forth. I'm going to use these as an example to talk through the process. И я буду как бы переключаться между этими слайдами, пока буду объяснять вам, как вот этот процесс создания, как он совершается. But just to summarize and use this as a picture, Но просто чтобы суммировать, используя это как пример. we have the whole book of Galatians. У нас есть целая книга послания Галатам. We have chapters 1 and 2 is personal. И в главе 1-2 говорится там о личных вопросах, личный уровень. We have a picture of bondage of the old covenant. Мы видим образы плена, в котором находились люди под Ветхим Заветом, под Старым Заветом. Chapters 3 and 4 are doctrinal. Главы 3-4 это доктринальные, это уже не личные, а доктринальные главы. And so here we have a picture of grace and faith. И там мы видим образы благодати и веры. And so he pulled out one key verse. И создатель диаграммы выделил один ключевой стих. Here's chapter 5 and 6. И далее 5 и 6 глава. And this is the practical side. Это уже практическая часть послания. Freedom with the new covenant. Свобода Нового Завета, которую приносит Новый Завет. Now one key thing in here is we have the theme verse. Ключевая вещь здесь это то, что у нас есть тематический стих, Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. And so Galatians 5:1. Галатам 5.1. Now notice this is not in the first chapter. И обратите внимание, этот стих не в первой главе. So the theme verse is not always in the introduction. Тематический стих порой находится не во вступлении, в другом месте. So you want to put a theme verse on your picture. И поэтому на вашей иллюстрации должен быть тематический стих. And this is the purpose. И вверху там указана цель книги. Now this is your words to describe the purpose of this book. И цель книги вы выражаете своими словами. И как бы своими словами вы выражаете цель, с которой написана книга. So this is a verse out of the text. And the purpose, I guess you want to read that. Тематический стих из текста и цель книги своими словами. Цель Галатов исправить законнический подход к христианству, демонстрируя приоритет праведности по благодати через веру, приоритет вот такой праведности по благодати через веру над делами закона. Павел опровергает иудействующих и призывает верующих к вере и свободе в одном лишь Христе. Now notice there's not a lot of writing. Обратите внимание, написано немного. So Слов мало. the first two chapters we have one word and actually three phrases. Let's just call it three Первые phrases. две главы, там одно слово, там личная глава, ну и 3 фразы, допустим. In a picture. И картинка. And that's 2 chapters. И это 2 главы в этом собрано. And same here, 2 chapters, we have 2 words, 3 words, we have 3 words. То же самое здесь, там 3 слова, 2 главы, 3 словами. And the same there. So То же not a самое. lot of writing. Не надо много словей, не надо много писать. Now this verse should probably jump out at you after you read the book 2 or 3 times. Тематический стих должен как-то выскочить вам в глаза после того, как вы прочитали 3-4 раза. I think I have it, I could send it to them, the PowerPoint. Oh yes, I think you have these, yeah. Вы не переживайте, я пришлю вам эти PowerPoint, они у меня есть. Now this is the point that's going to take time to work through. Is that one statement? It's one sentence. Purpose. Yeah, the purpose. Да, вот целевое утверждение, над ним вам придется попотеть. Ну, чтобы кратенько сформулировать, зачем написана книга, тут надо будет постараться. And again, if you're not the artsy person,
You can go with a chart. И опять, если же вы там не особо художественный человек, вы можете сделать вместо там такой графической иллюстрации таблицу. So what he has here is the introduction, and you have the verses, Что здесь? Да, вступление, стихи. and you have this next section is his personal, his gospel, Следующий раздел, да, личная, да, часть, его Евангелие. and again the Евангелие Павла. verses 3:1 to 5:1. So this is chapters 3 and 4. 3:1, да, и 5:1, это 3-5 главы. And he says justification by faith. Там сказано оправдание по вере. And the last two chapters, freedom И in последние Christ. 2 главы это свобода во Христе. Now he's given a couple little details in here, Приводятся небольшие детали, but his central piece is Christ lives in me, но центральные участки здесь, да, Христос живет во мне, Christ died for me, Христос умер за меня, and Christ lives through и me. Христос живет через меня. So just a nice little phrase. Просто классные маленькие фразы. And this is probably a little much. Ну, как бы, like much of the text. It's a little too much. Тут I mean, немножко многовато текста. but what you're trying to do is have a whole book of the Bible visualized Но in one page. что вы пытаетесь достичь? Вы пытаетесь, чтобы целая книга Библии, вы хотите ее визуализировать на одной странице. So two styles, and you get to pick. То есть 2 стиля, и вы примерно поняли уже, что от вас требуется. Now again, he has the key verse, Опять же, здесь указан ключевой стих. and he has basically the purpose right И here. в целом там вот в самом начале утверждается цель книги. Твердо стоять за свободу во Христе. One sentence. Одно предложение. That's all. That's И plenty. все. Такой план. So don't make it too busy. This is probably a little too busy. Поэтому не накидывайте слишком много текста. Здесь уже чересчур много в эту диаграмму текста вложено. Перебор по тексту. So now we've got that in our mind. Let's talk about charting for a minute. То есть мы теперь примерно разобрались, что от нас требуется. Теперь посмотрим, как это сделать. So this is a way of summarizing your thoughts. Вот таким образом, через диаграмму вы можете суммировать, как-то подытожить ваши мысли. So at this point in our class, we're moving from observation to interpretation. В данный момент наших занятий мы с вами уже делаем у нас так поворот, да, хинж, да, переход от наблюдения к истолкованию. So for the first 3 days, we've just focused on observation. Первые 3 дня мы с вами фокусировались практически исключительно на наблюдении. And that can get very busy. We can have a lot of observation. И наблюдение, в наблюдениях можно, как мы сказали, потонуть, да, в наблюдении можно сделать очень много фактов. But now we want to narrow it down to what's most important. Но теперь вот все то, что мы, так сказать, разбирали, нам надо собрать и выяснить, что в этом самое главное. So this lets you take one piece of paper, you just pick it up and you just Galatians. I got it. It's И right there. это позволяет вам взять один лист бумаги, вот что-то там изобразить, сказать, все, послание Галатам, я понял, что там. Now this isn't to eliminate commentaries or anything like that. То есть и это никак не отменяет комментарии и все прочие важные моменты, которые вы можете... And this isn't to eliminate your Bible and how you have it all highlighted and all of that. И этим вы не можете, конечно, заменить вашу Библию, как вы там все подчеркивали и так далее. This is just a supplement. Это просто вспомогательное средство. And some of the advantages of this И какие есть преимущества этого? is this appeals to the eye gate. Во-первых, это притягивает ваш взгляд. And if you've ever, I don't know if anybody's had vocabulary cards. There's Greek vocabulary cards that have Не a знаю, есть ли у picture. вас такие карточки со словами на греческом? Sometimes pictures are a lot easier to remember. Порой вот эти карточки, если на них картинки, по ним намного проще заучивать слова, если там картинка есть. And if you did your own New Testament set of these, И если вы сделаете собственный набор вот таких новозаветных диаграмм, and you just flip through these, every month or so, и где-то каждый месяц будете так вот так вот you would вспоминать, have the New Testament down. вот у вас весь Новый Завет замечательно упакуется в голове. It would at least be easy to converse, По to крайней мере, talk with someone. проще будет разговаривать с кем-то на эту тему. And so,
to come up with this, we want to keep those laws of composition in mind. И чтобы выработать вот такой план, нам нужно помнить вот все эти законы композиции, о которых мы говорили на прошлых часах. Like, for example, if there's a climax in the argument, that may go on here. Например, если есть какая-то кульминация в развитии аргумента или мысли, она тоже может отразиться на таком плане. Items that are in comparison or the same, that would go on here. Какие-то элементы, которые сравниваются или которые наоборот похожи, да, они тоже могут отразиться на этой диаграмме. So here's Acts. Вот книга Деяний. So we have Jerusalem Есть and Иерусалим и Петр там. So remember we talked about geography and people involved. Помните, мы говорили, что в книге Деяний задействованы и люди, и географические So места. Jerusalem, Peter, chapters 1 through 8. Так, Иерусалим, Петр, главы с 1 по 8. So now we have Judea and Samaria, Далее мы видим Иудеи и Самария, Philip and Peter, Филипп и Петр, and the chapters. главы 8-12. Now here we have the Jerusalem Council. Потом мы видим Иерусалимский собор. So that's your hinge in the book of Это Acts, correct? переломный момент в книге Деяний. And so from that Jerusalem Council, through faith alone, Начиная с этого Иерусалимского собора, с постановления о том, что человек по вере одной лишь спасается, we go to the uttermost. мы отправляемся до края земли. So we have Paul and others. Мы видим Павла и остальных. And basically, that's growing the church, correct? По сути, мы видим, как церковь растет. We start with the cross alone, and we have a church building. С одного лишь креста Иисуса, и мы видим, как церковь выстраивается в Иерусалиме, начинает. We have a bigger church building. Мы видим большее церковное здание. And a bigger church И building. еще большее церковное здание. So you see how simple that is? Very Видите, simple. насколько просто все, очень просто. And then he's added Acts 1:8. И здесь добавлен стих от Деяния 1:8. So there's your key verse. Это ваш ключевой стих. It's not even written on Он here. даже не записан здесь. And he has, Great Commission being worked out. correct, the Great Commission being worked out is the theme. Тема, That's да, the purpose. исполнение великого поручения. And so you have the purpose and the key verse. То есть есть цель и есть ключевой стих. Цель книги и ключевой стих. And then things that are related, first missionary journey, second missionary journey, third, and journey to Rome. И вот что связано с этим, да, первое, третье, второе, ну, потому что миссионерские путешествия, путешествия в Рим. So very, very simple, Очень все просто. but you understand the book of Acts. Но благодаря такому вы понимаете книгу Деяний. Благодаря такому изображению. So, Уже кто-то придумал. Просто когда ты смотришь, уже кто-то придумал. But when you see it, it's just something someone else introduced, and it's way more difficult to create something that would be your own. good point, good Хорошая point. мысль, да. But Но, what you create to be your own, you will remember. но то, что вы создали сами, вы запомните. And of course, the work that goes behind this helps you remember. И, конечно, труд, который вы в это все вложите, и время, это тоже поможет вам запомнить. So, what this does is it focuses on the whole. То есть, чего достигает, каких целей такая диаграмма? Вы начинаете фокусироваться на книге в целом. Remember we talked about zeroing in and pulling back? Помните, мы говорили о том, чтобы как бы в микроскоп посмотреть и посмотреть с высоты птичьего полета. So this is not about the details, this is about the big picture. И здесь это не микроскоп, это как раз-таки большая картина сверху. We want to find the key point. Нам нужно найти ключевой пункт, ключевую мысль. Now in Acts, we could talk about baptism. Говоря о книге Деяний, мы можем говорить о крещении. We could talk about the Holy Spirit. О Духе Святом. We could talk about Church martyrs, organization. church Мы можем organization. говорить о мучениках, об организации церкви. So there's a lot of details that don't show up. Там целая куча деталей, и они на этой диаграмме не отражены. So this just brings out the big picture. И таким образом книга Деяний показывает нам глобально большую картину происходящего. Ну, Такая диаграмма показывает. Now things that are repeated, Но то, что повторяется, those want to show up on your chart. повторяющиеся какие-то элементы, повторяющиеся события, они должны отражаться на вашем
на вашей диаграмме. For example, in the book of Acts, we Например, have в книге Деяний numbers of people that come to Christ. мы видим, приводится количество людей, которые приходят ко Христу. And those numbers are probably about at these breakpoints here. И эти числа в каком-то смысле, ну, это so the moments when the Yeah, numbers when the say, numbers show up. и вот эти стихи, где указываются число обращенных, это как раз-таки переходные моменты в книге. And they demonstrate the church is growing. И они показывают вам, что церковь растет. But we don't have the number 300 or 2,000 or 5,000. На They're not on the диаграмме picture. не надо вписывать там 3000, 5000, сколько там людей. But we do have a picture of a growing church. Но картина отображает рост церкви. Церковь растет. So you can see that. И вы можете таким образом это увидеть. Now, proportion is something you want to pay attention to. Пропорции – это то, на что вам также надо обращать внимание. And so notice how the proportion of this goes. Обратите внимание на пропорции, которые мы видим здесь. There's 8 chapters, 8 глав, 4 4 chapters, главы, and then this would be the rest of the book is on the outside. оставшаяся книга там. So that's probably appropriate. Ну, скорее всего, это вполне адекватные пропорции. But you don't want to have all of your picture on chapter 1 and then you squish all the other stuff in over here. Но So, нехорошо, что там первая глава займет всю вашу, там почти всю вашу иллюстрацию, а остальные главы вы там где-то по мелочам растолкаете в оставшейся части. so as you look at the book, what is the author emphasizing? Поэтому, глядя на книгу, попытайтесь определить, на чем делает акцент автор. On this picture, he's emphasizing, and that's what he says up there, the growth of the church. На этой картинке это подчеркнуто, это вот написано сверху, рост церкви, то, на чем делает акцент автора. Церковь растет. And so some of the benefits of this. То есть есть польза в таком исследовании и такой диаграмме. One of this is it's for whoever looks at it. И одно из преимуществ это кто бы ни посмотрел на эту диаграмму, To identify one verse, он может увидеть вот этот ключевой стих, and it gives you an impression. и это дает вам общее впечатление о книге. Just keep rotating these as we talk. So Я there's буду little их different крутить things. вам разные, чтобы вы увидели, как это еще можно делать. Вот по притчам диаграмма. But in general, it should be very simple В целом, желательно сделать очень просто такую диаграмму and contain the dominant ideas. и максимально четко обозначить ключевые идеи. For example, in Proverbs, we have chapter 1, verses 1 through 7 is the introduction. Например, в притчах, да, 1 глава, стихи с 1 по 7, это вступление к So книге. this is the key. This is the guide to the book. Это ключ, это вообще направляющие стихи всей книги. And what I should have written on here is that character leads to conduct, conduct leads to consequences. И что мне еще надо было, наверное, здесь записать, это то, что характер приводит к поведению, поведение приводит к последствиям. And so the first part, chapters 1 through 9, И первая часть, главы с 1 по 9, the character is the focus. характер является основным фокусом. Характер человека. This is what you are. Характер это то, кто вы есть, когда никто не видит. Chapter 10 through this division of chapter 22. 10 глава, с 10 главы до вот, разделяющего момента в 22 главе, Conduct is the focus. там акцент на поведение, о том, что вы делаете. And what you do. Что вы делаете. And then chapter 22 to the end, recognize wisdom when you find it. И 22 глава, 17 стих до конца, это как бы цените мудрость там, где ее найдете. А распознает мудрость там, где ее можно найти. So Solomon wrote these, and then wise men wrote those. И Соломон написал вот до сюда, а мудрые мужи, мудрецы уже отсюда их произвели. Very simple. There's not any proverbs on there. Все просто, там ни одной притчи здесь не приводится прямым текстом. It just should be simple and clear
and guide you to the dominant ideas. Это должно быть очень просто, очень ясно и должно ввести вас к ключевой деятельности. 10, 3, 75 это количество притч. Is it the number? These are numbers of proverbs? Correct. So Там- there's 10 Там exhortations. 10 увещеваний, 10 как бы And those эпизодов. are chapter-long poems, maybe half a chapter. Это такие поэмы, где-то полглавы, глава. Now, one of the funny things in Proverbs is Shlomo in Numbers is 375. Да, и интересно, что вот количество, да, вот этих притч, и это весело, в притчах 375. And so there's 375 Proverbs, which is funny. Шлама? Solomon, his name Shlomo. Шламо. Mhm. It's 375. 375 is the letters in his name. Да, то есть, ну, интересно, что, да, 375 притч и имя Соломон Шломо, да, это тоже как 375 число. And so he kind of makes a joke with his name and only gives you 375. Да, то есть вы можете шутить, что вот его имя дает вам лишь 375 притч. And so then after those 375 are over, then you have, I think it's Proverbs of Hezekiah and some other, there's an Egyptian one, there's a bunch of other people. И когда закончатся вот эти притчи Соломона, то там уже Езекия, мудрые разные люди, там Лемуил и прочее уже как добавки. So one thing you may include on your chart are divisions. Одна вещь, которую вы можете включить в свою таблицу, это в свою диаграмму, это где вообще разделительные элементы в книге. Now these are very big divisions here. You could divide this up into a lot smaller pieces. Подразделы, которые вы, конечно, можете разделить на более мелкие. Это такие очень крупные подразделы книги. Now sometimes the division may be geographical. И порой разделение может быть по географическому признаку. It may be based on persons. Разделение может быть по действующим лицам. It may be divided into time elements. Оно может быть разделено хронологически. It may be, what was our other one? It may be divided based on events. Оно может быть разделено на основании каких-то ключевых событий. So all those things we talked about this morning are going to help you find a way to divide the book up. Все эти литературные приемы, о которых мы говорили с утра, они помогут вам сделать правильное разделение книги. So how do you develop this? Поэтому как вам создать такую вот диаграмму? Это второе послание к So Фессалоникийцам. chapter 1, 2, and 3. Главы 1, 2, 3. And here's purpose statement. Вот это утверждение о цели. And Цель, pretty much that's it. Yeah, if you want to read the little да, quips. цель разъяснить недопонимание касательно возвращения Христа. Цель книги. Разъяснить недопонимание относительно возвращения Христа. And so what you want to do is you want to take out a sheet of paper, just regular size piece of paper. Что нужно сделать? Взять лист бумаги, обычного размера лист бумаги. And let's see, what is this saying here? Значит, Evaluation. can I just Yeah, translate? go ahead and read the chart there. Значит, ободрение, первая глава. Разъяснение. Прояснение, разъяснение, смелость, увещевание, оценка, Господь. Like vindication is like punishment? Or... Vindication is proving him to be correct. Да, и vindication, да, то есть, как бы обоснование своей правоты, доказательство своей правоты. Not sure it helps. So, Своей или обоснование правоты, Бога? like Lord's. The day of the Lord is near. Да, того факта, что день Господень близок. And so I think this is his, the purpose is the confusion, То есть цель разъяснить прояснить все недоразумения. and that's his theme. И это тема, да, день Господень близко. Тема книги. Right. So anyway, so you want to read through the book as fast as possible. И вам нужно прочитать книгу так быстро, как вы только можете. 3 or 4 times. 3-4 раза.
and start getting it in your mind. И начать вот как-то проникать в нее, чтобы она проникала в ваш разум. Then you want to divide the book up into sections. И вам потом нужно разделить книгу на разделы. So here's some do's and don'ts on your chart. Вот что нужно и не нужно делать с вашими диаграммами. Don't make it too big. Don't make your piece of paper too big. Первое, чего не нужно делать, не делайте ваш лист бумаги слишком большим. Не делайте большую диаграмму. You want to see it all at a glance. Все нужно, должно быть такого размера, чтобы все одним взглядом можно было охватить. So the flip side of that is don't make it so elaborate that your writing is very tiny. Don't make tiny Ну writing. и как бы обратная сторона, вы, может, захотите сделать небольшую, но так мелко все напишите, что будет не разобрать. Не делайте мелкий шрифт. То есть небольшой по размеру и при этом читаемым шрифтом. Try and keep it very neat, very orderly. Старайтесь, чтобы все было очень упорядочено, очень связано. Now I'm going to give you an example of one that is not quite so neat and orderly. Ну, приведу вам пример того, что вот не очень связано. Отрицательный пример, как делать не надо. Where is it? This is not a bad example. This is just one that might not be quite so helpful. Может быть, не то чтобы совсем уж плохой пример, но не очень-то полезный. So here's one for James. Вот для послания к Иакову, да, диаграмма. It's all tiny. Слишком все вот такое меленькое, It's нечитаемое. not so organized, but this is okay. Не очень организовано, ну, в принципе, нормально. Now here's another one of James. Ну вот еще один пример по посланию к Иакову. So what he's got is a lot of problems that come out of the trash can. Что человек сделал? Он просто все проблемы, описанные в послании Иакова, он как бы вот разместил вот под этим мусорным ведром. Мусорное ведро, и вокруг этого там ложная вера, похоти, это двуличие, разрушительный язык, ловушки богатства, исповедание без дел, угнетение. А что это, плохая или хорошая? Все плохое. Не, я имею в виду диаграмма хорошая. Это, so, is the good diagram. Yeah, this is pretty good. Yeah, Да, это yeah, хороший. yeah. I like it. But Да. the hard thing about James is to collect it all together. На самом деле очень трудно в послании Иакова все вместе собрать. Ворох солома, как говорил Мартин Лютер. Тут дела, которые следуют за учением, за доктриной. А главный стих какой был? В испытаниях, сейчас в искушениях, через терпение, через слово, в нелицеприятии, в делах праведности, контроль над языком, мудрость, в отношениях с врагами, в... I don't know what that is. Ну, не знаю. It doesn't matter. Да, и тема это эффективность доктрины или веры проявляется в делах, совершенных перед глазами людей. А кто это делал? So who did that? I don't know. I don't have a name on it. Larry Waters was my mission professor. Человек, который сделал предыдущие диаграммы, Ларри Уандерс, он был моим профессором по миссиологии. So many of these are from his class. И многие диаграммы это из его курса миссиологии. So another do and don't is don't let your imagination get out of control. Еще вот чего не надо делать, не позволяйте своему воображению вообще выходить за рамки слишком сильно. Don't go too crazy. То есть, ну как бы не закреативьтесь, короче, так что это просто уже как бы что-то дикое и непонятное. Be disciplined. Будьте дисциплинированы. And make the information on here meaningful. То есть сделайте так, чтобы информация на диаграмме была внятна и по существу. Now another thing is don't be discouraged. Еще что не надо делать, не падайте духом. Maybe do one very quickly Saturday morning, and then you come back Monday and do another one. То есть, если вы, может быть, что-то сделали сходу в субботу утром, но, может быть, стоит в понедельник еще раз переделать, если не нравится. Just don't get bogged down in the details. И также не погрязайте в деталях. And I think that's it for do's and don'ts. Let's look at a couple more of these. Ну, я думаю, что достаточно, чего делать, чего не делать. Давайте еще несколько диаграмм посмотрим. Okay, here's 1 Corinthians. Ну, вот еще диаграмма, 1 Коринфянам. All right, so 1 Corinthians. We have division of the church. Right? Тема книги «Разделение в церкви». Now, I really like this one because 1 Corinthians is 16 chapters, 15? 16 chapters.
Yeah. И мне очень нравится, потому что в 1 Коринфянам 16 глав. So it's a very thick book, Очень толстая книга, здоровенная. but this is a very simple chart. Но это очень простая диаграмма. And each one of these is actually a section of the book. И каждый из этих слов это подраздел книги. То есть вопросы, да, там, инцест, как бы моральная распущенность. Ну, короче, брак, идолы, поклонение, духовные дары, да, как бы споры, языки, свобода, ложная доктрина, подлинная доктрина. Yeah, so here's Dr. Larry Да, и Waters. здесь дисгармония, да, с 7 по 14 главу. And so the way he puts his chapters, here's chapter 1, 5 and 6, 7. Да, то есть разделение, 1-4 глава, дисгармония и true doctrine, Yeah. подлинная доктрина. Вот, And then up in the corner. беспорядки, 5-6 глава. Разделение беспорядка. Разделение, беспорядки, дисгармония и подлинная доктрина. Доктрина 15-16. Значит, цель книги, да, дать. Павел корректирует множество переживаний Коринфской церкви. Человеческая гордость и отрицание важности и силы Христа в церкви побуждает Павла призвать церковь к единству и к любви. Ключевой стих. That's a key verse. It doesn't have the key verse on it. Но But нету ключевого you стиха. don't need to put the key verse on Что-то it. от руки Но- рисуют, да? Вот. You don't need or you need. You need to Но put the вам key verse on нужно it. ключевой стих включить. Но здесь нет ничего совершенного. Ну, ключевым стихом это было бы уже само совершенство. But I like this one because it's very simple. Но мне нравится это, потому что очень просто. There's a lot of information that's just visually appealing. Dividing the church. You have a lightning bolt going through the church. Много информации, очень ярко, понятно упаковано. Вот эта молния, которая разделяет церковь. So when you think of 1 Corinthians, this image just comes right to your mind. И когда вы размышляете о 1 Коринфянам, эта картинка, она легко приходит вам в голову и помогает. We may actually go through the book of Hebrews. This is a little busy. Ну, вот книга послания к евреям, но она немножко уже навороченная, перегруженная. But there's a lot to the book of Hebrews. Но очень много тут, конечно, вообще материалов книги послания к So евреям. this is chapters 1 through 10. Вот это главы с 1 по 10 здесь. Yeah, here it is, chapters 1 through Да, 10. главы с 1 по 10. And then 11 through 13. И далее главы с 11 по 13. And so there's 5 warnings in И Hebrews. в книге послания к евреям 5 предупреждений. So 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 5. и 4 и 5. And then Christ is superior И to prophets, Христос, Он превосходит пророков, angels, ангелов, Moses, Моисея, Old priesthood, древнее ветхозаветное священство, Old covenant, Ветхий Завет, Old sanctuary, Ветхое святилище, Старое святилище, and that's pretty much, Старые жертвы, Old Sacrifices. Да. yeah, Old Да, sacrifice. Старые жертвы. Yeah. And so that's, Да, let's see, that's и pretty well. здесь и превосходство веры в одного лишь Христа. Yeah, Это с so 11 главы this is the 15. application Это piece. уже как применение с 11 главы. Now this is a guy that had clip art on his PowerPoint. Ну, Здесь перегруз за счет картинок, наверное. so he had, то есть тут уже сделал человек, у которого, в PowerPoint есть вот эти разные клипарты, да, картинки. So he has a picture of the whole sanctuary. Поэтому он картинку, да, то есть всего храма. And he put all the little pieces of the Все вот эти разные кусочки. the sanctuary in За there. счет So without graphics it would be fine. Yeah. Без Well, графики оно было бы нормально, но просто чуть-чуть перегруз по графику. there's just a lot of information, but still you can see the flow of the book. Просто, конечно, многовато информации, но тем не менее вы можете видеть, как развивается мысль в книге. So this is pretty good. Это очень здорово сделано. I mean, it's a big book. There's a lot to that book. Да, и, конечно, книга большая, и там много всего, поэтому это нелегкая задача. This is 1 John, yes. Первое послание Иоанна. Здесь большими буквами общение. Значит, уверенность в воплощении, да, записанная.
Далее, это в начале, в конце, записанная уверенность в вечной жизни. Тема, чтобы у вас было общение, и чтобы вы могли знать, что имеете вечную жизнь. 1 глава 3 стих, 5 глава 13 стих. Commencement. Вступление, условия, предупреждение, характеристики, последствия. Общение среди верующих. То есть, они подобрали английские слова, которые все на «си» начинались. И вот так структурировано. It's not your plan that is concerned about the items. Oh, well, this isn't my picture. This is somebody else's. Да, но это чья-то иллюстрация, это не план преподавателя, потому что преподаватель построил бы по поводу там And again, I would do the picture differently. Но опять же, я бы сделал по-другому. And as we talked about, I had a 3-set division of this book. I would have had 3 different sections. Как я говорил, я разделяю книгу на 3 части. Я бы по-другому структурировал и другие иллюстрации дал. I would have said something about God is light, God is righteous, God is love. Я бы что-то сказал насчет того, что Бог есть свет, Бог праведный, Бог есть любовь. So anyway, so just this is your observations of the book of the Bible. Опять же, это ваши наблюдения по книге Библии. And have fun with it, enjoy it, learn something. Наслаждайтесь процессом, радуйтесь, учитесь чему-то из этого. The key point of this one is to learn. Ключевая цель происходящего в том, чтобы вы что-то узнали, чему-то научились. This is one I was looking at for repetition. Вот чего я ждал, что я искал вот в плане So we have 7 повторения. signs. Евангелие от Иоанна. 7 чудес, 7 знамений. And so the 7 signs he put on a sign. То есть вот именно... See, because in English it's the same thing. Да. 7 знамений как в виде дорожных знаков. Да, ну знамение, знак английского одного слова. 7 дорожных знаков. Yeah, and so this has a label for each of those. And here's the 7 I ams. И потом 7 утверждений «Я есть». Now, of course, the purpose statement is John 20:31. Цель книги, очевидно, это Иоанна 20:31. Все это все написано, чтобы вы могли поверить и так далее по тексту. And so then we have the 7 discourses. И далее 7 проповедей Иисуса. Да, приведены. Главы с 1 по 12, потом главы с 13 по 17 это проповедь в горнице. Now notice proportion. Обратите внимание на пропорции. 12 chapters, 12 глав. and we have all of this stuff. И вот все вот это там. We have 5 chapters in one room. 5 глав в одной комнате. And then we go to the cross. И потом крест. So И воскресенье. So he does a good job with the proportion on this one. Автор очень здорово, автор диаграммы выразил пропорции текста.